полон неразгаданных тайн, некоторые из которых призывают к сверхъестественному. Существует множество историй о предполагаемых встречах со странными существами неизвестного происхождения, которые скрываются там, в темноте, которые преследуют изолированные леса, которые прячутся в ледяных глубинах самых глубоких озер. Они появляются неожиданно и необъяснимо, затем исчезают так же таинственно, обычно оставляя свидетелей ошеломленными, напуганными и, к сожалению, в большинстве случаев без малейших доказательств. Снежный человек. Это существо подпадает под категорию волосатых обезьяно-людей. У них есть много имен, таких как снежный человек, Сасквач, Йети, Йови или скунс-обезьяна и другие. Считается, что они существуют в заброшенных лесах и горах. Говорят, что они высокие, почти 7-8 футов в высоту, покрытые длинными волосами коричневого или каштанового цвета, белыми в случае с Йети, сильным резким запахом и большими ногами. Эти волосатые обезьяно-люди якобы питают отвращение к обычному человеку. Их жуткий вой довольно типичен для них. Было много наблюдений этого существа, но вероятность их существования до сих пор остается загадкой для науки. Несское или лохнесское чудовище – гигантское существо с длинной шеей, лошадиной головой и горбатой спиной. Несское чудовище, также известное как Несси, как полагают, живет в глубоких холодных озерах. Многие экспедиции со сложным электронным оборудованием проводятся, чтобы найти монстра, но тщетно. Свидетели сообщили о мгновенных наблюдениях зверя. Свидетели говорили о горбах, выступающих из воды, в то время как некоторые утверждают, что видели шею существ. Исследователи же придерживаются мнения, что существо могло быть плезиозавром, животным эпохи динозавров, которое вымерло более 66 миллионов лет назад. Чупакабра. Наблюдения Эль-Чупакабры или козлиной присоски относятся к 1970-м и 90-м годам. Известность существо получило в 1995 году благодаря сообщениям из Пуэрто-Рико в интернете. Согласно сообщениям, странное существо убивало домашний скот фермеров, такой как утки, куры, кролики и козы. Фермеры утверждали, что способ убийства этого неизвестного зверя отличался от других хищников. Фермеры описали существо размером с шимпанзе, прыгающий в стиль кенгуру, и имел большие светящие красные глаза, серую кожу и тощие руки, и длинный змееподобный язык с острыми клыками. Некоторые говорили, что у него были перья вдоль позвоночника, которые открывались и закрывались, как вентилятор, в то время как другие считали, что у него есть крылья. К концу 90-х годов наблюдения этого существа начали распространяться. Люди в Мексике, Южном Техасе и нескольких американских странах утверждают, что видели этого зверя. Даже газеты сообщали о некоторых инцидентах в Чили. Эльфы и феи. Считается, что эльфы, карлики и феи были жителями леса. В современном обществе не так много людей, которые серьезно относятся к существованию эльфов и фей. Тем не менее, есть люди, которые будут клясться на головах своих внуков, что они видели их своими глазами, так же ясно, как другие видели призраков, снежного человека или лохнесское чудовище. Однако в 2004 году на отдаленных индонезийских островах Флориш были обнаружены окаменелые останки маленьких человекоподобных существ, имевшие рост около 90 сантиметров. Они получили название «хоббиты». Журнал Nature объяснил, что поскольку были найдены кости нескольких существ, это говорит о том, что существовала целая популяция, и это не было отдельно взятой аномалией. Джерсийский дьявол. Ужасающее существо, которое преследует густые сосновые пустоши Нью-Джерси. Говорят, что существо было около 3,5 футов в высоту, голова как у собаки колли и лицо как у лошади. Он имеет длинную шею и крылья, которые составляют около 2 футов в длину. Задние ноги похожи на ноги журавля и имеют копыта лошади. Наследие этого зверя восходит к середине 1700-х годов. Но многочисленные наблюдения начались в начале 1900-х. Теории джерсийского дьявола похожи на чупакабру, хотя не ясно, что это за существо. Определенно есть что-то страшное в лесах Нью-Джерси.